День 1622. Алекс на связи. Недавно я решил поменять умную розетку. Она была Wi-Fi, но я захотел установить розетку, работающую по протоколу Zigbee. В принципе, Wi-Fi она менее надежная, потому что используется в основном облако. Перепрошить ее маловероятно, и у меня она не перепрошитая. И, конечно, управление через облако оно не очень надежно. Розетки Zigbee, они, конечно, работают все локально. В данном случае я использую стик, который подключен напрямую к серверу умного дома, поэтому, в принципе, все решения они полностью локальны. Плюсом того, чтобы использовать Zigbee розетку, еще является то, что она постоянно подключена в сеть, и в Zigbee сети она выступает роутером, что существенно расширяет сеть и делает ее более надежной. То есть разные датчики, которые в основном работают от батареек, им тоже становится гораздо лучше. У них сильнее сигнал, и они, в принципе, батарейку садят меньше, что тоже очень удобно. Но само изменение, конечно, вызывает очень много проблем. Это не просто взять, воткнуть другую розетку и все заработало автоматически. У меня конкретно эта розетка используется для управления чайником. Она просто может включать этот чайник, выключать его, если это нужно удаленно. И также измеряет потребление чайником. И дальше я это использую в том числе и для голосового оповещения о том, что чайник, он воду уже вскипятил. Это удобно. В принципе, я уже к этому сильно привык, но решил поменять эту розетку как раз потому, что это облачная, и с ней постоянно возникают некоторые задержки. Поскольку это все-таки другая розетка, то в системе умного дома она определяется с другим идентификатором, и, конечно, приходится заново прописывать эту розетку во всех сценариях и заново добавлять во всех системах умного дома, которые я использую. Плюсом еще также возникает проблема в том, что у этой розетки Wi-Fi одни параметры используются, которые она передает, и их название даже отличается. А Zigbee розетка передает другие параметры, и они между собой несовместимы. То есть приходится постоянно это тоже переписывать. Если сценарий использовал какой-то параметр и у него другое название, то даже в этом случае придется поменять. Но, например, в какой-нибудь системе Home Assistant, она у меня тоже туда добавлена, то есть она автоматически добавляется практически во все системы. Она, когда появляется, эта розетка в Home Assistant, то там тоже у нее другой идентификатор, у каждого параметра у него тоже, соответственно, меняется идентификатор. Можно все переименовать, но это надо либо делать с самого начала, тогда придумывать систему именований всех устройств, и вместо основного, по сути, символьного в 16-ричной системе названия использовать какую-нибудь специально придуманную систему именований. Ну и тогда, если это заранее было предусмотрено, то, конечно, изменений будет меньше. Но если это не было предусмотрено, то придется заново искать все сценарии, которые ты используешь. Например, у меня часть сценариев также еще обрабатывается в Node-RED, то есть и приходится туда тоже там сценарий и менять, и, соответственно, все параметры, которые она использовались в Node-RED для запуска сценариев, тоже переименовывать и заново их вручную перенастраивать. Это, конечно, не очень удобно, и это очень долго. Также эта розетка еще работает с некоторыми проблемами, то есть у нее само определение потребления энергии сделано с какой-то, скорее всего, с ошибкой. Есть даже жалобы в разных формах, что даже если розетка потребляет на самом деле электроэнергию, не розетка, а точнее устройство к ней подключено, то она может отправлять все равно ноль, и потребление,
то есть мощность потребляемая и сила тока тоже может быть прийти 0. И, конечно, это нужно отфильтровывать для того, чтобы в сценариях использовать. И с этим тоже возникла проблема. Пришлось мне переписывать все правила, потому что с Wi-Fi розеткой, например, таких не было ошибок. То есть она все-таки работала более правильно. Но у Wi-Fi розетки была другая проблема, что она отправляла информацию о том, что потребление идет с большой задержкой, где-то в 30 секунд. А Zigbee это делает чаще, то есть гораздо быстрее реагирует на изменения потребления, но, видимо, из-за этого и получается такая ошибка, связанная с передачей параметров. Также пришлось прописывать в сценариях оповещения, то есть, соответственно, сами правила, которые связаны с оповещением, это у меня используются скрипты, написанные на Bash, которые проверяют изменения этих значений, то есть в данном случае потребление энергии. И если потребление энергии прекратилось через некоторое время, то есть, допустим, секунд 30 она потреблялась, а потом прекратилась, то это как раз событие о том, чтобы информировать о том, что чайник вскипел. И дальше эта информация у меня отправляется на шлюз от Xiaomi, он перепрошитый, там стоит тоже Linux, и в принципе можно разные голосовые сообщения делать напрямую через формат взаимодействия по API с этим шлюзом. Это удобно, в принципе, озвучивается очень хорошо, но из-за того, что все-таки розетка тоже изменила идентификатор, пришлось мне переделывать. Но у меня изначально было так предусмотрено, что любое устройство имеет внутренний идентификатор в системе. Это шестизначный цифровой, но опять же я сделал так, что все-таки я пытался учитывать в этом идентификаторе разные параметры, то есть, например, какой производитель, какой формат обмена, то есть у меня, например, там Wi-Fi имеет определенную цифру в этом номере, а Zigbee другую цифру имеет. И поэтому из-за этого пришлось все равно менять идентификатор, что, конечно, вызвало у меня большие сложности. Я, в принципе, как раз хотел этого избежать, но в будущем все-таки, наверное, нужно будет делать идентификаторы, связанные не с экосистемой или с форматом обмена, или с типом устройства, или с типом параметра, а все-таки с тем, для чего используют это устройство. Например, я сделал так в коридоре, что у меня есть выключатель, у него есть тоже идентификатор, который связан с производителем этого выключателя, но также я использую еще и идентификатор, связанный непосредственно с расположением этого выключателя, то есть это то, что он находится в коридоре, и то, что он управляет светом. То есть это более универсально получается. В одном месте мне нужно будет в случае необходимости, если я вдруг захочу тоже его поменять, например, с Wi-Fi на Zigbee, то мне придется меньше переделывать. Но фактически, конечно, в разных системах это по-разному делается. Например, в OpenHub я использую тоже такую же систему именований. А в Home Assistant я вообще не использовал систему именования альтернативно. То есть там фактически просто заводской номер у устройств. И, конечно, придется все переписывать. Ну, я сейчас в Home Assistant тоже использую некоторую систему именования. Например, там розетка коридор или там розетка кухня, чайник. То есть это, в принципе, тоже можно потом использовать более универсально. Но в любом случае, для того, чтобы так сделать, лучше, конечно, вообще создавать отдельные виртуальные параметры
виртуальные устройства и уже через них это все управлять. Но тогда возникает большая сложность, то что нужно будет делать отдельный сценарий, которые будут эти данные в этих виртуальных устройствах обновлять. Ну и еще также у меня эта розетка была прокинута в Яндекс, в экосистему умного дома, и можно было удаленно сказать: включи чайник, и, соответственно, он включалась эта розетка, но на чайнике нужно было кнопочку еще нажать заранее для того, чтобы он все-таки включился. Но если, например, я хочу выключить, то я могу также сказать: выключи чайник, и в принципе эта розетка тоже может выключиться. Для того, чтобы так управлять, в Яндексе есть возможность использовать несколько вариантов названия устройств. Я дополнительно просто пишу, что, допустим, розетка 3, но указываю, что это еще отдельно есть название, например, чайник. И тогда, в принципе, эта розетка будет работать либо если ее называть розетка 3 в командах, либо просто говорить как чайник. Это и так будет работать. Но поскольку Яндекс, он все-таки работает тоже с сертификатором локальным, а Wi-Fi у меня вообще был привязан через систему TUI, то есть он не был через даже систему умного дома заведен. И, конечно, пришлось после этого заново создавать новое устройство, его заново обновлять в умном доме Яндекса. Это устройство появилось, и нужно было заново там все названия давать. А у старого, соответственно, нужно было удалить, потому что эту розетку Wi-Fi я уже решил использовать для других сценариев. Но вообще эту розетку я решил использовать для других сценариев. Я хочу ее подключить к серверу умного дома, для того, чтобы можно было по Wi-Fi через отдельное приложение от TUI его перезагружать, если вдруг он зависнет и это потребуется.